Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу очень простой вариант, как сделать венок на дверь, на окно, или же вы захотите что-то другое украсить веночком. Также этот венок можно не только вешать на дверь, но и класть на стол для украшения свечи. Поэтому вариантов использования его много, и размер самого веночка можно выбирать совершенно любой. Мой в диаметре 20 сантиметров, но на дверь я обычно делаю немного больше. Все-таки 30 сантиметров, венок побольше, смотрится намного интереснее. Но и самый важный момент, который я хотела сказать, это новогодние гирлянды, мишура, дождик, как только его не называют. У меня тут много его для будущей работы, но могу сказать очень большую разницу. От вашего дождика, от вашей мишуры очень сильно зависит внешний вид вашей работы. Если вы будете использовать очень сильно блестящий, он может удешевить вашу работу, и тем самым работа будет выглядеть как просто детская подделка. Для сравнения, у меня есть мишура. В сегодняшней работе я буду использовать матового цвета, есть блестящая, но я не могу сказать, что она так красиво выглядит в работах. На елку повесить, ну да, возможно. Но и тем самым, если сравнивать более матовые дождики и блестящие, мне кажется, результат очевиден. Вот этот похож больше на настоящую елочку, чем блестящий, смотрится не совсем реалистично. Но все равно могу сказать то, что каждый из нас будет делать свою работу именно так, как нравится ему больше. Если вы сочетаете блестящую мишуру с материалами очень красиво, это будет здорово. Не каждый это умеет, поэтому имейте в виду, что лучше все-таки использовать матовые цвета, тем самым они не выбиваются с вашей работы. Ваша работа будет намного более спокойно смотреться глазу, чем ярко выбивающие цвета и блеск. То, что блестит, не всегда есть хорошо. Я бы могла сказать так. Но это лично мое мнение, которое может быть отличаться с вашим. Так что давайте не буду больше тянуть и приступаем. В первую очередь я собираю дома весь материал, который мне подходит по цвету. Елочные игрушки, шарики разного размера, разного цвета. Конечно же, шишки, сахарные ягодки, у меня их осталось пару штучек. Тычинки голубого цвета, которые давно лежат, и я их никуда не могу приспособить, и пенопластовые звездочки. Также у меня есть вот такие листики, и знаете, я не знаю, ли что-то сейчас подобное продается, когда-то давным-давно мне пришлось разбирать свадебные украшения. И там были вот такие листики, которые я оставила и буду использовать сегодняшней работой. Ну а шарики, которые использую из пенопласта, они продаются в магазинах Еврошоп. Очень удобно в работе, есть разного цвета. Теперь сама основа. Саму основу я буду делать из обычного картона. Чем больше ваш веночек, тем больше слоев у вас должно быть. Так как веночек будет тяжелый, и один слой может просто согнуться. Диаметр моей заготовки получается 20 сантиметров. Беру свою белую мишуру и начинаю обматывать. Знаете, я не закрепляю клеем, не вижу смысла, потому что все равно никуда съезжать не будет. Потом нам надо будет распределить окончательно нашу мишуру, чтобы она поместилась на весь венок. И я точно не помню, но, по-моему, длина моей мишуры была 2 метра. У меня как раз ее хватило на весь веночек. Закрепляю, и знаете, в этот момент лучше всего еще приклеить веревочку для подвешивания веночка. Я это не сделала, поэтому потом придется ее приклеивать. Можно, конечно, свою основу покрасить изначально в белый цвет или в тот цвет, которого у вас сама мишура, но я ничего не красила, потому что все равно пробелов нигде не видно. Теперь приклеиваю шишки. Наношу горячий клей, использую только горячий клей в работе. И раздвигая слегка мишуру, вклеиваю шишку, чтобы она у нас хорошо приклеилась не только к самой мишуре, но и к самой картонной основе. Тогда все держаться у вас будет крепко.
Приклеили шишки и начинаем заполнять все шариками. Очень хорошо, когда в работе шарики разного размера. Разные немножко по цвету, тогда ваша композиция будет выглядеть очень интересно. Знаете, после того, как я начала делать этот веночек, мне очень напомнил мультик «Холодное сердце». Вот прям такие же цвета, бело-голубые. И пенопластовые звездочки. Тоже пару лет назад покупала их в магазинах. Они продавались в упаковке вместе с елочными игрушками. И знаете, как-то до сих пор они у меня есть. Не везде я их еще использовала. Маленькие пенопластовые шарики тоже покупала перед Новым годом. Тоже в отделах елочных игрушек. Для того, чтобы использовать тычинки в своей работе, я срезала с них ножку и приклеила по кругу своего веночка. Ну и, конечно, так как в моей работе всего лишь 5 шишек, и хочется немножко добавить, я даже не знаю, как объяснить, уравновесить венок, что ли, я взяла маленькие шишки лиственницы и тоже по кругу их приклеила. Ну и в последнюю очередь листики, которые тоже придали веночку немного объема. Ну и, конечно, для того, чтобы мои шишки-лиственницы не выбивались из общей картины, я их сверху покрасила самой простой акриловой краской. Делаем им заснеженный вид, и на этом венок будет готов. С обратной стороны веночек тоже выглядит очень хорошо, поэтому его можно вешать как на стеклянные двери, так же и на окна. В чем и есть плюс создания такого венка. Ну и вот у меня получился вот такой веночек. Он маленький, удобный, очень красиво смотрится. Смотрится как в вертикальной, так и в горизонтальном положении. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!